Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас ежемесячная рубрика «Прогноз на апрель 2026 года для тельцов». Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, обратите, пожалуйста, внимание, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение ведической астрологии. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает тельцов в апреле 2026 года. Первое апрельское событие — это полнолуние в вашем пятом доме гороскопа. Полнолуние — это что-то завершающее, а пятый дом гороскопа — это дом отдыха, дом развлечений, романов, влюбленности, детей. И полнолуние в пятом доме гороскопа может означать окончание какого-то учебного процесса, завершение какого-то проекта, завершение какого-то творческого проекта, но даже и посещение какого-то творческого мероприятия, например, завершение какого-то процесса у вашего ребенка и что-нибудь такое, что вы просто куда-то сходили на выставку, на какое-то мероприятие. Следующее событие: со 2 апреля по 11 мая в ваш 11 дом гороскопа заходит Марс. И Марс такую двойственную здесь создает нам комбинацию, такой двойственный посыл. С одной стороны, Марс говорит о том, что вы можете входить в какие-то новые коллективы с помощью ваших партнерств и тех команд, в которых вы состоите. И входить так, знаете, резко, активно, можно сказать, с ноги. Ну, допустим, ваш супруг познакомит или супруга вас познакомит со своими друзьями. Парень, девушка знакомится со своими друзьями. И вы входите в этот коллектив так как-то очень активно, сразу вливаетесь, начинаете там что-то делать, готовить, там, то есть свой в доску сразу парень или своя в доску сразу девушка. Помимо этого, это может быть процесс какой-то соревновательный вашей команды, в которой вы состоите, и вы просто участвуете в каком-то конкурсе, в каком-то состязании, получаете какую-то награду, то есть прям боретесь за какую-то награду. Также, если у ваших партнеров есть дети из другого брака, например, либо у них есть какие-то проекты, которые вас, можно сказать, не касаются, то у вас могут быть споры по поводу этих проектов, либо по поводу детей и так далее. Еще Марс указывает на то, что могут быть какие-то необходимость отстаивать интересы какой-то группы людей, отстаивать интересы какого-то сообщества, например, в котором вы состоите, особенно если вы, допустим, ведете социальные сети, ведете там телеграм-канал, YouTube-канал или еще какой-то канал, то может быть такое, что у вас там появляются активные недоброжелатели, которые начинают мутить воду, и вам придется отстаивать интересы этой группы. Есть тенденция на импульсивные траты денег со счетов, особенно накоплений и тех денег, которые у вас были отложены, то есть депозиты или еще что-нибудь. Проверяйте свои желания на истинность, потому что будет желание импульсивно как-то потратить свои деньги. С 10 апреля по 30 апреля в 11 дом гороскопа зайдет Меркурий. И так интересно, что на самом деле у вас может быть много споров, переживаний и за учебу, и за детей, и за какие-то проекты, но по итогу все заканчивается благополучно. То есть вы, может, просто будете нервничать за результаты, которых там добьется ваш ребенок, ваш питомец на какой-то выставке, или какой вы получите результат, когда вы будете участвовать в конкурсе. То есть какие-то соревновательные моменты и какая-то вот такая вот борьба за достижение. Но при этом Меркурий дает высокие указания на то, что будут какие-то высокие результаты, но они, может быть, чуть-чуть не дотянут до тех результатов, которые вы хотите, потому что Меркурий будет в падении в 11 доме гороскопа вместе с Марсом.
и будет, может быть, ощущение, что вы чуть-чуть не дожали, хотя все равно Меркурий тоже указывает на какие-то и финансовые поступления, то есть, может быть, вы выиграете какую-то премию, какой-то грант получите и так далее. Но Меркурий в целом еще дает интерес к различным сообществам, к тому, чтобы в сообществах общаться, к тому, чтобы выяснять информацию, как открывать счета, закрывать счета, предпринимательство, бизнес, с друзьями больше времени проводить именно за общением, и все в таком роде. С 14 апреля по 15 мая в ваш 12 дом гороскопа зайдет солнышко и будет в очень сильном для себя положении, но солнце в 12 доме гороскопа это всегда такой период, когда мы начинаем немножко уходить в тень, чуть-чуть больше уединяться, как-то прятаться. Ну, может быть, посещать какие-то закрытые организации, либо что-то становится ясно, связанное с вашими делами в другом городе, в другой стране, в закрытых организациях. Есть указания на то, что вы можете ездить куда-то в дальние поездки, либо, может быть, у кого-то это будет продажа машины, квартиры, вывоз вещей из дома, мама может куда-то отправляться в путь. Но и прояснение каких-то вот вопросов, связанных с 12 домом гороскопа, то есть с дальними поездками, с другими городами, с медицинскими учреждениями, все в таком роде. И 17 апреля состоится в 12 доме гороскопа новолуние, а новолуние в 12 доме гороскопа может давать тоже поездку какую-то, начало какого-то процесса в дальних странах и городах, в дальних организациях, либо же может быть посещение тоже медицинского учреждения. И новое что-то в работе. У нас это ось активно, которая отвечает за работу в том числе, поэтому новолуние в 12 доме гороскопа может давать новый этап в работе. Если вы ищете работу, то, вероятно, может быть и какое-то предложение о работе. И с 19 апреля по 14 мая по вашему первому дому гороскопа пойдет Венера, и для вас это тоже такой двойной посыл. С одной стороны, Венера — это планета, которая будет указывать на то, что вы будете пристально внимание обращать на свою внешность, на свое здоровье. То есть, возможно, пойдете тоже проходить какие-то медицинские процедуры. То есть здесь несколько таких указаний. Допустим, для того, чтобы какие-то процедуры красоты сделать. То есть будет в первую очередь фокус на внешность, на красоту, но также транзит Венеры по первому дому гороскопа — это период, когда мы расцветаем, тратим деньги на себя, обновляем гардероб, косметику, консультируемся, интересуемся. И аспект Венеры на 7 дом гороскопа, на дом брака и личной жизни дает еще возможность в личной жизни тоже немножко наладить что-то, даже период, может быть, если вы не в отношениях, знакомств каких-то, и у некоторых может быть начало отношений. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.